Мегалодон считался абсолютным властелином океана. Акула длиной 18 метров, способная раздавить кита одним укусом. Но палеонтологи нашли останки, которые перевернули все. Зубы мегалодона со следами укусов существа еще более крупного, а рядом чешуя мозазавра размером с авто. Оказывается, мегалодон сам был добычей. И сейчас ученые выясняют, что именно охотилась на величайшего хищника в истории Земли. В 2023 году группа палеонтологов из Брюссельского Королевского института естественных наук вскрыла ящик с окаменелостями, пролежавший в запасниках почти 40 лет. Внутри находились фрагменты позвонков неизвестного животного, извлеченные еще в 80-х со дна Северного моря. Никто тогда не придал им значения. Позвонки принадлежали мозазавру, морской рептилии, жившей около 70 миллионов лет назад. Когда специалисты наконец провели детальный анализ, результаты заставили замолчать весь зал. Но размер костей не укладывался ни в одну известную классификацию. По расчетам, животное достигало 22 метров в длину и весило не менее 25 тонн. Для сравнения, самые крупные задокументированные особи мозазавра не превышали 17 метров. Это была совершенно новая категория хищников. Параллельно группа из университета Флориды работала с зубами мегалодона, найденными у берегов Северной Каролины. На поверхности нескольких зубов обнаружились V-образные насечки. Характерный след от укуса рептилии с конической зубной формулой. Мозазавры имели именно такую. Ширина насечек соответствовала челюсти животного длиной не менее 18 метров. Зубы мегалодона не просто лежали рядом с останками мозазавра, они были надкусаны. Мегалодон занимал вершину пищевой цепи мелового и неогенового периодов. Так считал. Это опрокидывает картину, которую рисовали учебники последние полвека. Его называли совершенным хищником без естественных врагов. Но находки показывают другое. Крупные мозазавры не просто сосуществовали с мегалодоном в одних водах. Они на него охотились. Биомеханик Томас Рен из Утрехтского университета провел расчет силы укуса мозазавра указанных размеров. Результат — около 180 тысяч ньютон. Это вдвое больше, чем у белой акулы и сопоставимо с оценками для самого мегалодона. При этом мозазавр обладал принципиальным преимуществом. Его позвоночник позволял резкие боковые броски со скоростью до 35 км в час на дистанции до 8 метров. Молодой или ослабленный мегалодон в такой ситуации не имел шансов уйти. Именно молодые особи оказались ключом к разгадке. Палеонтолог Кати Пелли из Парижского музея естественной истории проанализировала места скопления зубов мегалодона в мелководных зонах Атлантики. Исторически эти зоны считались питомниками. Туда самки уходили рожать, чтобы детеныши росли вдали от крупных хищников. Но анализ донных отложений показал присутствие мозазавров в тех же акваториях в тот же временной период. Питомники не были безопасными, они были ловушками. В марокканских отложениях формации фосфаты Улад-Абдун, датированных примерно 65 миллионами лет назад, залегает один из самых полных скелетов мозазавра в мире. Животное получило обозначение OMMAF-221. Длина — 19,5 метров. Когда препараторы очистили область желудка, внутри обнаружились фрагменты хрящевой ткани и несколько зубов с характерной трехгранной формой. Трехгранные зубы — это акулы. Причем зубы крупные, с основанием более 6 сантиметров. Марокканская находка не единственная. В фосфатных карьерах той же формации за последние 20 лет извлекли останки не менее 12 крупных мозазавров. Это не маленькая рыба. Это либо молодой мегалодон, либо его прямой предок — Атодус. У троих из них в желудочной области зафиксированы акули зубы. Концентрация таких находок в одном регионе говорит не о случайности, а о системе. Этот участок Древнего океана был зоной активной охоты. Механика самой охоты восстанавливается по нескольким источникам. Мозазавр не преследовал жертву на длинных дистанциях. Его хвостовой плавник давал мощный ускоряющий толчок, но не позволял долго держать высокую скорость. Стратегия была другой. Засада снизу или сбоку, резкий бросок, первый укус в область хвостового стебля. Именно там у акул расположены основные мышцы, обеспечивающие движение. Один точный укус, и жертва теряла способность маневрировать. Палеонтолог Йохан Линдгрен из Лунского университета в 2017-м опубликовал реконструкцию пигментации мозазавра на основе анализа меланосом из окаменевшей кожи. Результат оказался неожиданным. Темная спина и светлое брюхо — классическая противотеневая окраска современных глубоководных хищников. Та же схема, что у большой белой акулы. Это означает, что мозазавр охотился, атакуя снизу вверх, используя светлое брюхо как маскировку на фоне поверхностного света. Жертва не видела атаку до последнего момента. Молодой мегалодон в такой ситуации был уязвим по нескольким причинам сразу. Детеныши рождались длиной около 3-4 метров и первые годы держались на мелководье, где крупный мозазавр мог загнать их в угол у дна или у берегового рельефа. Взрослый мегалодон весил до 50 тонн и имел шансы отбиться или уйти. Детеныш
Нет. Исследование, опубликованное в журнале «Криптозоология и палеобиология», в 2022 проанализировало выживаемость популяции мегалодона в зависимости от присутствия крупных мозазавров в тех же акваториях. Данные, полученные по распределению зубов в донных кернах из 23 точек Атлантического и Тихого океана. Вывод. В регионах с высокой концентрацией останков крупных мозазавров плотность зубов мегалодона на порядок ниже. Там, где мозазавр доминировал, мегалодон либо не жил, либо не выживал достаточно долго, чтобы оставить следы. Это уже не версия и не гипотеза. Это статистика из 2 десятков точек одновременно. В 2019 году дайвер Марк Хендерсон нашел у берегов Южной Австралии зуб длиной 18 сантиметров. Не зуб мегалодона, те хорошо известны и каталогизированы. Этот зуб имел коническую форму с продольными гребнями и легким изгибом к основанию. Такая геометрия характерна только для одного семейства – тилозаврин, наиболее агрессивной ветви мозазавра. 18 сантиметров – это размер ладони взрослого мужчины от запястья до кончика среднего пальца. И это один зуб из челюсти, в которой таких зубов было около 60. Зуб передали в музей Южной Австралии. Геохимический анализ показал возраст около 72 миллионов лет. Изотопный состав эмали указал на животное, регулярно мигрировавшее между теплыми и умеренными водами. Это не локальный хищник, привязанный к одному региону. Это животное, которое перемещалось через океан. Для понимания масштаба, зубы мегалодона, которые считаются гигантскими и продаются на аукционах за десятки тысяч долларов, достигают 17-18 сантиметров только у самых крупных особей. Австралийский зуб мозазавра сопоставим с зубом взрослого мегалодона, но принадлежит рептилии, которая кусает иначе. Мегалодон резал. Мозазавр давил и рвал, фиксируя жертву несколькими рядами зубов одновременно. Именно строение челюсти делало крупного мозазавра особенно опасным противником для акулы. У мозазавров была так называемая двойная челюстная система. Помимо основных зубов, на краях челюсти существовал ряд птеригоидных зубов на небе. Когда жертва попадала в пасть, она удерживалась сразу двумя рядами, направленными внутрь. Вырваться было практически невозможно. Акула, попавшая в такой захват, не имела рычага для сопротивления. Ее собственное тело работало против нее, затягивая глубже при каждой попытке дернуться. Палеонтолог Эрик Хавит из Канзасского университета в 2021 году провел компьютерное моделирование столкновения 3-метрового детеныша мегалодона с тилозавром длиной 14 метров. Модель учитывала скорость атаки, угол захвата и биомеханику обоих животных. По результатам, детеныш мегалодона не имел ни одного сценария выживания после первого успешного укуса тилозавра в область туловища. Сила сжатия челюстей разрушала позвоночник раньше, чем жертва успевала среагировать. Время от первого контакта до летального исхода менее 4 секунд. 4 секунды в ТАС это все, что отделяло детеныша крупнейшей акулы в истории от смерти. Находки зубов тилозавра в Канзасе, Алабаме и Южной Дакоте показывают, что этот хищник населял обширное внутреннее море Северной Америки, так называемое Западное внутреннее море, существовавшее примерно от 100 до 66 миллионов лет назад. Там же обнаружены зубы акул сопоставимого размера со следами укусов рептилий. Это не совпадение географии. Это свидетельство того, что на протяжении миллионов лет в одних и тех же водах разворачивалось одно и то же противостояние. И мозазавр в нем выигрывал достаточно часто, чтобы это отложилось в камне. В 2022 году журнал «Палеонтологические исследования» опубликовал статью, которую редакция сопроводила беспрецедентной пометкой. Результаты требуют пересмотра устоявшихся моделей морских пищевых цепей мезозоя. Такие формулировки в академических изданиях появляются крайне редко. Авторы, группа из 7 палеонтологов из университетов Копенгагена, Токио и Буэнос-Айреса, представили анализ 107 образцов зубов крупных морских хищников из 28 точек по всему миру. Главный вывод занял одно предложение. Следы укусов мозазавров зафиксированы на останках акул в 18 из 28 исследованных локаций. 18 из 28. Это 64% выборки. До этой публикации господствовала модель, в которой мегалодон и крупные мозазавры существовали в разных временных окнах и практически не пересекались. Мозазавры вымерли 66 миллионов лет назад вместе с динозаврами. Вот такие неожиданные повороты в истории океанских хищников. А если вы хотите узнать больше о современных технологиях, которые могут удивить вас даже больше, чем находки палеонтологов, загляните на наш сайт playprofi.com. И не забудьте, по ссылке в описании вас ждет бонус в 500 токенов. Как говорится, не рыба, так токен. Мегалодон появился значительно позже, около 23 миллионов лет назад, и вымер приблизительно 3,5 миллиона лет назад. Прямого пересечения нет, но это не отменяет другого факта. Предки мегалодона, акулы рода Атодус, жили одновременно с последними мозазаврами. И именно их останки несут следы укусов рептилий. Это значит, что паттерн охоты мозазавров на крупных акул существовал еще до того, как сформировался сам мегалодон. Рептилии охотились на акул десятки миллионов лет. Это была не случайная встреча двух хищников. Это была устоявшаяся
экологическая роль. Профессор Джеймс Мартин из Университета Южной Дакоты, один из ведущих специалистов по мозазаврам в мире, в интервью изданию Nature в 2023 заявил прямо: «Мы 20 лет игнорировали следы укусов на акульих останках, потому что не вписывали их в существующую картину. Теперь картину придется менять». Мартин занимается мозазаврами 32 года. Такие слова от такого специалиста, вообще же не риторика. Параллельно группа из Токийского университета опубликовала результаты изотопного анализа зубной эмали крупных мозазавров из японских коллекций. Анализ соотношения изотопов азота позволяет определить трофический уровень животного, то есть его место в пищевой цепи. Чем выше животное в цепи, тем выше концентрация тяжелого изотопа азота 15 в тканях. Результаты по 3 крупным особям тилозавра показали значения, превышающие показатели современной большой белой акулы. Это означает, что мозазавры питались животными, которые сами были крупными хищниками, не рыбой, не черепахами, хищниками. Самое тревожное открытие пришло из Новой Зеландии. В 2021 году в формации Мангапойки был обнаружен частичный череп мозазавра с аномально развитыми лобными долями мозговой коробки. Нейробиолог Кейт Сандерс из Оклендского университета сравнила пропорции с известными видами и установила: соотношение объема мозга к массе тела у этого животного приближается к показателям современных крокодилов. Крокодилы — одни из наиболее когнитивно развитых рептилий. Они планируют засады, запоминают маршруты жертв и адаптируют тактику охоты. Если крупные мозазавры обладали сопоставимыми когнитивными способностями, они не просто реагировали на добычу, они могли ее выслеживать. Вопрос о том, кто кого ел, оказался сложнее, чем казалось изначально. Следы укусов идут в обе стороны. В коллекции Смитсоновского института хранится позвонок крупного мозазавра с характерным полукруглым сколом на краю. След зуба акулы с трехгранной режущей кромкой. Размер скола соответствует зубу акулы длиной не менее 12 метров. Это был не детеныш мегалодона. Это был взрослый хищник, атаковавший рептилию в ответ или первым. Позвонок датирован 7-10 миллионами лет. Мозазавр выжил, кость успела частично зарасти вокруг повреждения. Это значит, что животное получило удар от крупной акулы и продолжала жить. Атака не была смертельной. Но она была. Палеонтолог Николас Пенсон из Смитсоновского института описал эту находку как свидетельство активного двустороннего конфликта между двумя группами хищников. Не просто случайного столкновения, а систематического противостояния, в котором обе стороны и охотились, и становились жертвами в зависимости от размера, возраста и обстоятельств конкретной встречи. Размер решал все. Анализ 23 задокументированных случаев со следами укусов показывает четкую закономерность. Мозазавры атаковали акул длиной до 8 метров практически без риска. Акулы длиной от 12 метров и выше атаковали мозазавров длиной до 10 метров с высокой вероятностью успеха. Пересечение этих диапазонов, зона от 8 до 12 метров с обеих сторон, давала непредсказуемый результат. Взрослый мегалодон длиной 18 метров и весом 50 тонн был вне досягаемости для большинства мозазавров. Но таких особей в популяции было меньшинство. Основная масса мегалодонов, молодые животные от 3 до 10 метров, находилась в опасной зоне постоянно. В 2020 году геолог Рената Оливейра из Федерального университета Пернамбуку в Бразилии опубликовала результаты анализа донных кернов из Южной Атлантики. Керны охватывают период от 80 до 60 миллионов лет назад. В слоях, соответствующих периоду максимального распространения крупных мозазавров, концентрация акульих зубов падает в 3 раза по сравнению с предшествующим периодом. Когда мозазавры исчезли 66 миллионов лет назад, концентрация акульих зубов в следующем слое резко возросла. Это прямая корреляция. Больше мозазавров, меньше акул. Меньше мозазавров, больше акул. Хищник сдерживал популяцию жертвы на протяжении 20 миллионов лет. Исчезновение мозазавров после падения астероида 66 миллионов лет назад освободило океан. Акулы, пережившие массовое вымирание, получили экологическую нишу без главного ограничителя. Именно в этот период начинается эволюционная линия, которая через несколько десятков миллионов лет приведет к появлению мегалодона. Без мозазавров крупные акулы смогли вырасти до размеров, ранее недостижимых. Мегалодон стал возможен только потому, что его главный враг вымер первым. В Канзасском меловом 70 миллионов лет назад разворачивалась одна из наиболее документально подтвержденных экологических драм доисторического океана. Формация Найобрара, толще известняка и мела, сформировавшаяся на дне древнего внутреннего моря, сохранила детали этого противостояния с точностью, недоступной большинству других геологических периодов. Здесь найдено более 300 скелетов мозазавров и сотни тысяч акульих зубов в одних и тех же слоях пород. Один конкретный образец из коллекции Канзасского университета описывает произошедшее лучше любой реконструкции. Скелет тилозавра длиной 14 метров, обозначенный как КВП-1200, сохранил в области грудной клетки вдавленный след полукруглой формы диаметром 31 см. Это не след зуба.
Это след рыла. Крупная акула ударила тилозавра головой в бок. Классическая тактика акульей атаки, используемая и современными белыми акулами. Удар был настолько силен, что продавил межреберное пространство. Но тилозавр выжил, и после этого ребра показывают следы заживления. Акула ударила. Рептилия пережила удар. Что произошло дальше, неизвестно. Но сам факт говорит о том, что встречи такого рода не заканчивались мгновенно. Это было противостояние, а не просто охота. Реконструкция типичной смертельной встречи строится на основе нескольких задокументированных случаев одновременно. Молодой мозазавр длиной около 8 метров в прибрежных водах мелководья. Акула длиной 10-12 метров, предположительно крупный кархаринид или ранний представитель линии Атоду. Акула атакует первой, нанося удар снизу в область живота. Это стандартная тактика для крупных акул при атаке на сопоставимую по размеру цель. Но мозазавр реагирует иначе, чем кит или крупная рыба. Рептилия разворачивается к атакующему, используя гибкость позвоночника, недоступную акуле. Акулы не могут изгибаться в горизонтальной плоскости с той же скоростью, что мозазавр. Рептилия делает боковой захват в область за жаберными щелями, наиболее уязвимую зону акулы, где крупные кровеносные сосуды расположены близко к поверхности. Один сильный укус туда вызывает массивное кровотечение. Именно такие следы зафиксированы на нескольких акульих позвонках из формации Найобрара. Укусы в боковую поверхность тела, в передней трети туловища. Не случайные повреждения от борьбы. Точные укусы в конкретную анатомическую зону. В 2018 году биолог Адам Смит из Бирмингемского университета опубликовал сравнительный анализ тактик охоты современных морских рептилий, морских крокодилов и морских игуан с реконструированными паттернами мозазавра. Вывод. Современные рептилии при столкновении с более крупным противником инстинктивно атакуют уязвимые зоны, а не пытаются уйти. Это поведение закодировано на уровне рептильного мозга и не требует обучения. Если мозазавры разделяли эту нейронную архитектуру, они атаковали акул не из-за голода в первую очередь. Они атаковали, потому что встреча с крупным хищником запускала агрессивный оборонительный ответ автоматически. Это меняет картину полностью. Мозазавр не выслеживал акулу как добычу в классическом смысле. Он превращал каждую встречу с потенциальным конкурентом в атаку. Акула, приближавшаяся к мозазавру на опасное расстояние, немедленно становилась целью, вне зависимости от того, была ли рептилия голодна. Для молодых акул, не имевших опыта таких встреч, это было смертным приговором. Кость не лжет. Это первое, что говорят судебные антропологи, и палеонтологи руководствуются тем же принципом. След укуса на окаменевшей кости содержит информацию о форме зуба, угле атаки, силе сжатия и даже о том, было ли животное живым или мертвым в момент укуса. Следы на живой кости и на мертвой выглядят по-разному. Живая кость пластична, она сминается и трескается иначе, чем сухая или разложившаяся. В 2023 году лаборатория биомеханики Утрехтского университета применила к палеонтологическим образцам метод, до этого использовавшийся исключительно в криминалистике. Трехмерное сканирование следов укусов с последующим компьютерным восстановлением формы зуба по негативному отпечатку. Метод позволяет идентифицировать вид животного по следу с точностью до семейства, а в ряде случаев до рода. Первым образцом стал позвонок акулы из коллекции Музея естественной истории Лондона, хранившийся без описания с 1937 года. Позвонок крупный, диаметр около 20 см, что соответствует акуле длиной 10-12 метров. На боковой поверхности два параллельных углубления длиной около 8 см каждое, с гладкими краями и коническим профилем. Компьютерная реконструкция восстановила зуб диаметром у основания около 4 см с легкой дистальной кривизной. Это тилозавр, причем размер зуба указывает на особь длиной не менее 16 метров. Позвонок пролежал в запасниках 86 лет без правильной интерпретации. Никто не смотрел на него как на свидетельство охоты, его каталогизировали как поврежденный образец неустановленного происхождения. Второй образец пришел из Марокко. Тот же регион Улад-Абдун, что фигурировал в более ранних находках. Фрагмент акульего позвоночника с 3 отдельными следами укусов, расположенными в 20 сантиметрах друг от друга по одной линии. 3 укуса вдоль позвоночника, это не случайный захват. Это описание конкретного движения. Рептилия прошла с челюстью вдоль тела жертвы, последовательно сжимая и перехватывая. Такое движение называется проволочный захват и характерно для крокодилов при удержании крупной добычи. 3 укуса означают, что акула была еще жива после первого. Она сопротивлялась. Мозазавр перехватил ее трижды, прежде чем обездвижил. Профессор Стефани Пьер Паоли из Болонского университета специализируется на тафономии, науке о том, что происходит с останками после смерти животных. В 2022 она опубликовала исследование, посвященное распределению акульих костей в местах скопления останков мозазавров. Нормальное распределение предполагает, что кости лежат компактно. Животное упало и разложилось на месте. В изученных локациях акули кости были рассеяны на площади до 200 квадратных метров, а часть костей несла следы вторичного механического воздействия, сдавливания и скручивания после первичного укуса. Это описание того, как
как крупный хищник разделывает добычу, захватывает, встряхивает, отрывает части и роняет их в стороны. Именно так современные крокодилы обращаются с крупной жертвой. Именно так, судя по расположению костей, крупные мозазавры обращались с акулами. Самая показательная находка хранится в Королевском бельгийском институте естественных наук. Это частичный череп акулы с 3 зубами мозазавра, застрявшими в костной ткани. Зубы сломались в момент укуса и остались в ране. Акула погибла. Мозазавр потерял 3 зуба. Для рептилий с постоянно обновляющимися зубными рядами это не критично. Счет в этой встрече был однозначным. Дата находки. 1994 год. Дата правильной интерпретации 2023. Почти 30 лет образец лежал в коллекции, и никто не задавал правильного вопроса. В 2024 году группа палеонтологов из Перуского университета Каэтано Эредия опубликовала находку, которая заставила пересмотреть не отдельные детали, а всю концепцию доисторических пищевых цепей разом. В прибрежных отложениях формации Писка на юге Перу, одного из богатейших палеонтологических регионов мира, был извлечен частичный скелет мозазавра с сохранившимся содержимым желудочной области. Внутри находились фрагменты костей как минимум 3 отдельных животных. Одно из них идентифицировали по зубам как крупную акулу. Второе по фрагментам панциря как морскую черепаху диаметром около 1,5 метра. Третье не поддавалось идентификации несколько месяцев. Когда результаты генетического анализа белковых остатков из костной ткани третьего животного пришли из лаборатории Барселонского университета, руководитель группы Карлос де ла Круз перечитал их трижды. Белковые маркеры указывали на плезиозавра. Другой группы морских рептилий, которых сам мозазавр традиционно считался способным вытеснять, но не поедать. Мозазавр съел плезиозавра, черепаху и акулу, 3 разных класса жертв в одном желудке. Это не специализированный хищник с узкой пищевой нишей. Это универсальный потребитель вершины пищевой цепи, поедающий все, что помещается в пасть. Но настоящий шок пришел не из Перу. Он пришел из Новой Зеландии, из лаборатории изотопного анализа университета Отаго в марте 2024. Группа геохимиков под руководством Рэйчел Барнс провела изотопный анализ серы в зубной эмали 12 крупных мозазавров из новозеландских коллекций. Соотношение изотопов серы позволяет определить глубину обитания животного с точностью до 100 метров. Результаты показали, что 4 из 12 особей регулярно опускались на глубины от 300 до 500 метров. Это мезопелагическая зона. Область практически полной темноты, куда солнечный свет не проникает. На глубинах от 300 до 500 метров в меловом периоде обитали крупные головоногие моллюски и, что критически важно, предковые формы акул, уходившие туда от поверхностных хищников. Мозазавры опускались за ними. Они не просто охотились в прибрежных водах и на мелководье, они преследовали добычу в темноту. Это означает, что для акул не существовало безопасной глубины. Мелководье контролировали мозазавры. Средние глубины тоже. Глубоководье тоже. Акула, пытавшаяся уйти от хищника вниз, встречала его и там. Теперь сложите все вместе. Мозазавры систематически охотились на акул на протяжении 20 миллионов лет. Они контролировали все глубины. Они атаковали агрессивно при любом контакте. Они поедали молодых акул в питомниках. Они загоняли жертву в угол у дна. Их популяция в периоды расцвета была настолько высока, что концентрация акульих зубов в донных отложениях падала втрое. 20 миллионов лет давление сверху. 20 миллионов лет, в течение которых крупные акулы не могли вырасти достаточно большими, чтобы стать неуязвимыми, потому что мозазавры уничтожали их раньше. Именно это объясняет, почему до мелового периода не существовало акул размером с мегалодон. Не потому, что эволюция не успела, потому что мозазавры не давали. 66 миллионов лет назад астероид диаметром около 10 километров вошел в атмосферу над территорией современной Мексики со скоростью около 20 километров в секунду. Удар выделил энергию, эквивалентную 10 миллиардам атомных бомб. Мировой океан прогрелся. Пищевые цепи рухнули. 3/4 всех видов исчезли за несколько тысяч лет. Мозазавры вымерли полностью. Все до одного. И в океане впервые за 20 миллионов лет не осталось ничего, что охотилось бы на крупных акул. Эволюционный тормоз исчез в один момент. Акулы, пережившие вымирание, получили пустой океан и 23 миллиона лет без естественного ограничителя сверху. Результат этого эксперимента получил название мегалодон. Крупнейший хищник в истории океана был возможен только как следствие исчезновения того, кто не давал ему существовать. Мегалодон царствовал 20 миллионов лет. Самые крупные особи достигали 18 метров и весили до 50 тонн. Укус давил с силой, достаточной для разрушения китового позвоночника за один захват. Ни одно животное в океане не могло противостоять взрослому мегалодону в открытой воде. Он был именно тем, чем его всегда считали — абсолютным хозяином океана. Но только потому, что предыдущий хозяин был мертв. 3,5 миллиона лет назад мегалодон начал исчезать. Причины до сих пор обсуждаются. Похолодание климата, сокращение популяции китов как основной кормовой базы, конкуренция с предками современной большой белой акулы.
акулы. Все эти факторы реальны. Но есть деталь, которую стали замечать только сейчас, после переосмысления роли мозазавра. Мегалодон вымер в период, когда касатки, цетацеи с высоким интеллектом и групповой охотой начали распространяться по всем океанам. Касатки охотятся на акул целенаправленно. Современные популяции касаток у берегов Южной Африки специализируются исключительно на добыче печени белых акул. Они переворачивают акулу на спину, вводя ее в состояние тонической неподвижности, и вскрывают брюшную полость с хирургической точностью. Если касатки 3,5 миллиона лет назад применяли схожую тактику против молодых мегалодонов, история повторялась. Новый интеллектуальный хищник вытеснял крупную акулу так же, как мозазавр вытеснял ее предков. Разными методами, но с тем же результатом. Палеонтолог Роберт Боэссенекер из колледжа Чарльстона в 2019-м опубликовал анализ временного перекрытия ареалов мегалодона и ранних касаток. Вывод. В регионах, где касатки появились раньше, мегалодон исчез раньше. В регионах, куда касатки проникли позже, мегалодон держался дольше. Корреляция не абсолютная, но статистически значимая. История крупнейшего хищника в истории океана — это история существа, которое всю свою эволюцию провело между двумя давлениями. Снизу — давление мозазавров, не давших его предкам вырасти на 20 миллионов лет. Сверху — давление касаток, оборвавших его царствование через 20 миллионов лет после начала. Окно между двумя хищниками длилось ровно столько, сколько существовал мегалодон. Теперь вернемся к вопросу из начала. Был ли мегалодон добычей? Да. Молодые особи систематически уничтожались мозазаврами на протяжении миллионов лет. Следы укусов на зубах, корреляция плотности останков, содержимое желудков, изотопный анализ. Вообще все это складывается в однозначную картину. Мегалодон не был исключением из правил. Он был частью системы, в которой каждый хищник имел своего хищника. Финальный факт, который стоит запомнить, звучит так. В 2024 году со дна Тихого океана на глубине 4000 метров подняли марганцевые конкреции. Медленно растущие минеральные образования, фиксирующие все, что оседает на дно. Внутри одной конкреции обнаружили зуб мегалодона. Возраст конкреции вокруг зуба около 3 миллионов лет. Зуб попал на дно именно тогда, когда мегалодон вымирал. Но рядом с зубом в той же конкреции находился фрагмент кости с характерными коническими углублениями. Геохимики определили возраст кости, те же 3 миллиона лет. Идентификация по форме углублений заняла 2 месяца. Результат. Следы зубов дельфина семейства дельфиновых, предположительно ранний касат. На самом дне океана, в камне, который рос по миллиметру в 1000 лет, зафиксирован момент смены власти. Зуб последнего великого хищника и след зубов того, кто пришел следом. Океан никогда не бывает без хозяина, он просто меняет их.